Приветствую вас! ГАЗ-3301, к сожалению, не стал той долгожданной заменой устаревающему ГАЗ-66, хотя и показал превосходный результат на государственных испытаниях. Завод ГАЗ продолжил выпускать ГАЗ-66 и дальше, а конструкторское бюро завода продолжило дальнейшие работы над другим грузовиком, но с уже привычной для завода ГАЗ капотной компоновкой. Это по задумке конструкторов позволило бы устранить те недостатки, которые присутствовали на серийном ГАЗ-66. У водителя и пассажира благодаря капоту появился хоть какой-то шанс выжить при наезде на мину. Облегчало доступ к двигателю, а сам двигатель не занимал часть кабины. И самое главное, машина сохраняла преемственность, как и на ГАЗ-66, конструкцию полноприводного шасси. Первый опытный среднетоннажный бортовой грузовой автомобиль, представленный в 1996 году, первоначально имел индекс 3309, но впоследствии в 1997 году получил индекс 3308 и собственное имя Садко. И по сути стал грузовиком нового поколения, способный работать в сложных погодных условиях и на дорогах с любым покрытием. Такие отличные качества проходимости ГАЗ-3308 получил благодаря доставшейся по наследству от Шишиги наличие полного привода, межколесных дифференциалов, двухступенчатой раздатки и коробки отбора мощности. Рама Садко, на которой крепились и узлы и агрегаты, также является удлиненным вариантом рамы ГАЗ-66. В передней части рамы под капотом первоначально устанавливают бензиновые моторы ЗМЗ-513 и ЗМЗ-5231 мощностью 125-130 лошадиных сил. Но с 2003 года заменили нарядный четырехцилиндровый дизель с турбонаддувом мощностью 122 лошадиных силы ММЗ-245, работающий в паре с пятиступенчатой коробкой передач. А в 2013 году на ГАЗ появилась и новая версия 33088 с турбодизелем ЕМЗ-534-42 мощностью 148 лошадиных сил. Далее крутящий момент от двигателя через трансмиссию передавался на ведущие мосты, которые имели усиленную зависимую рессорную подвеску. Для лучшего сцепления с дорогой и прохождения по пересеченной местности на автомобиль установили односкатные шины радиусом 20 дюймов, системой автоматической подкачки и регулировки давления воздуха в шинах. Новшеством для этого автомобиля стала антиблокировочная система тормозов и гидроусилитель руля, а также изменено расположение рычага переключения передач. На ГАЗ-3308 установили капотную модифицированную с увеличенными колесными арками кабину от грузовика ГАЗ-3309 с новой системой отопления и вентиляции. Приборная панель стала более информативной, и ее перестал перекрывать руль. В качестве базовой грузовой платформы выступил все тот же цельнометаллический кузов от 66-го ГАЗа с возможностью установки брезентового тента. Запущенный серийное производство в 1997 году, автомобиль пришелся по вкусу не только военным, но и гражданским, отчего машина обзавелась и гражданской модификацией. Гражданская версия Садко, в отличие от военной, оснащалась более простыми колесами, и которые имели чаще всего двускатные шины на задней оси, что позволило увеличить грузоподъемность до 4 тонн. Лишены системы подкачки шин, а кабина могла быть увеличена для размещения там второго ряда сидений или спального места. А вместо грузовой платформы на шасси можно было смонтировать специальное оборудование различного типа, начиная от установки пожарной цистерны, кузовов фургонов для различных ремонтных работ и заканчивая созданием на его базе вахтовых автобусов и спецмашин. ГАЗ-3308 Садко выпускался заводом ГАЗ до 2020 года и зарекомендовал себя как надежная, простая в обслуживании и ремонте машина, идеально подходящая для работы в самых труднодоступных местах и практически в любых условиях. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю всего хорошего, до новых встреч!